Здравствуйте, здравствуйте. Нина Халитева, радиорежиссер, Ольга Афанасьева, журналист. Мы начинаем «Территорию веры». Старинную передачу, которая делается для верующих и неверующих, для представителей всех религий, всех конфессий, даже для атеистов. И, наверное, мы когда-нибудь переименуемся. Мы станем называться, поскольку у нас государство светское, а все граждане нуждаются в его помощи. Вот на помощь государству работает Радио России, который сейчас транслируется в ваших приемниках. Мы действуем на помощь государству, и когда-то мы переименуемся в онтологию, гносеологию и аксиоматику повседневности. Потому что именно мы занимаемся повседневностью, в которой надо жить и понимать, что ты делаешь. Это называется еще рефлексия. Я не ругаюсь, просто призываю всех дорогих наших радиослушателей улучшать свою коммуникативную, привлекательность. Да. Потому что даже если ты беден, несчастен, и что-то еще, и болен, коммуникативная привлекательность полезнее, чем отсутствие онной. Сегодня пришли жертвовать собой. Священник храма Рождества Иоанна Предтечи, что в веках Всеволожского района, кандидат философских наук, кандидат богословия, отец Игорь Владимирович Лысенко. Добрый вечер, отец Игорь. Добрый вечер. Вы что больше любите, справедливость или равенство? Я поняла. Доктор философских наук, профессор Константин Семенович Петров. Добрый день. Да уж вечер, дорогой. Все-таки милосердие или справедливость? Конечно, милосердие, но нет. Вопрос. Нет. Ну вы еще докажите. Кандидат философских наук Александр Васильевич Говорунов. Добрый вечер. Добрый вечер. Милосердие или справедливость? Нож или кошелек? Да, вот неправильно. Мы в этот раз очень... И то, и другое, и побольше. Очень... И нож хочется, и кошелек. Мы очень-очень новаторски подошли к сегодняшнему эфиру и разделили его содержание на всех. Александр Васильевич принес нам определение справедливости. Ну нет, точно не определение, а некоторая попытка такой самой-самой общей, потому что вариантов понимания справедливости точно много. И это главная проблема. Но слово-то общеупотребимое. Да. Вот Манька-то молоко разлила, а ее не побили. Несправедливо как? Пользует слово справедливость во всех слоях общества. А вы хотите сказать, что оно родилось у древних греков? Ну, нет, я думаю, что вообще еще раньше, вообще где-то в глубокой архаике